Добрый день, гости и подписчики нашего канала. Сегодня я вам хочу предложить 20 причин не сдаваться. Составил список 20 причин, которые, надеюсь, зарядят вас мотивацией и вдохновением, чтобы продолжить двигаться вперед, несмотря на все трудности. Ведь часто бывает так, что люди перестают бороться и сдаются, находясь всего в одном шаге от заветной цели. Помните, пока вы живы, возможно все. Есть только одна уважительная причина перестать бороться за свои цели и мечты. Это смерть. Пока вы живы, здоровы и свободны, у вас есть возможность продолжить двигаться к своим целям и делать это до тех пор, пока их не достигнете. Оставайтесь реалистом. Шанс овладеть чем-то с первого раза мало. Требуется время, иногда много времени, чтобы научиться чему-то, получить нужные навыки и понять, как правильно их применять. Позвольте себе ошибаться и учиться на своих ошибках. Будьте упорны, как Майкл Джордан. Майкл – это, пожалуй, лучший спортсмен за всю историю баскетбола. Он сам говорит, что его путь к вершине славы лежал через постоянные неудачи, и весь его секрет был в том, что он никогда не опускал руки и не сдавался. Не сдавался даже тогда, когда понимал, что промазал более 300 бросков и множество раз проваливал последний решающий бросок, когда ему доверили его сделать. Всякий раз, когда Майкл падал, он находил в себе силы подняться вновь. Поучитесь воле к жизни Лэнса Армстронга. Велогонщику Лэнсу Армстронгу врачи поставили диагноз рак, и болезнь его постепенно убивала. Тем не менее, Лэнс нашел в себе силу и веру, чтобы победить ее. Более того, уже после выздоровления он стал единственным спортсменом, который финишировал первым в общем зачете Тур де Франс 6 раз подряд. Вспомните историю человека, чей поступок лег в идею марафона. В древние времена, когда персы высадились на берегах Греции, в Спарту был отправлен посланник, чтобы попросить помощи в борьбе с персами. На этого посланника была возложена вся надежда, ведь других способов связи и помощи просто не было. Легенда гласит, этот человек на своих ногах всего за 2 дня преодолел расстояние в 240 километров, а несколько позже пробежал еще 40, чтобы известить о победе греков над персами. Правда, после этого он скончался на месте. Когда испытания, выпавшие на вашу долю, окажутся слишком сложными и хочется сдаться, вспомните эту историю и подумайте, какие человеческие усилия пришлось приложить этому первому марафонцу, чтобы преодолеть такое расстояние в столь короткое время. Не пытайтесь повторить его поступок, но используйте эту историю для вдохновения. Вытаскивайте себя со дна, как Крис Гарднер. Смотрели фильм «В погоне за счастьем»? Он основан на реальных событиях и жизни Криса Гарднера. Этот человек смог себя вытащить с самого дна нищенской жизни. Никогда не было ни работы, ни жилья, ни еды. И тем не менее Крис нашел в себе силы не сдаваться там, где отступило бы множество других людей, и добиваться своей цели. Он стал миллионером. Если в вашу голову закрадываются мысли о том, чтобы все бросить, рекомендую посмотреть фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом в главной роли. Будьте стойкие, как Кэнье Уэст. Наверняка вы слышали об этом знаменитом рэп-исполнителе. Прочитайте его биографию. Уверен, она вдохновит вас. Это история о том, как выстоять, имея самый минимум к существованию, и стать одним из самых знаменитых и уважаемых людей в мире. Оставайтесь верными своим принципам, как Нельсон Мандела. Нельсон Мандела – один из самых известных активистов в борьбе за права человека в ЮАР. Его жизненная история впечатляет тем, что он провел 27 лет в тюрьме за свои политические взгляды, от которых он предпочел не отказываться даже в обмен на свободу. Знаете, что вы сильны. Вы сильнее, чем кажетесь. Одно маленькое препятствие не может и не должно останавливать вас на пути к достижению своей цели. Точно так же, как и следующие 10, 20 или даже 100 препятствий. Скажите себе, что можете. Вряд ли вы хотите, чтобы вас запомнили как человека слабого и неспособного реализовать себя. Идите и докажите всему миру и себе, что вы можете, что вы достойны и обязательно достигнете своих целей, несмотря ни на что. Единственная возможность для вас проиграть — самому опустить руки. Вы делали это раньше? Вопрос. Если кто-то уже сделал до вас то, что вы задумали, значит это можно сделать, и вы это сделаете. Даже если есть всего один человек в мире, кто смог это сделать, это уже доказательство, что вам это тоже под силу. Верьте в мечту. Не продавайте себя дешево. В жизни будет встречаться еще много людей, которые захотят удержать вас там, где вы сейчас находитесь. Они будут убеждать вас в том, что вы задумали невозможное, и нужно посмотреть правде в глаза.
Мой вам совет: не позволяйте никому решать, что вам нужно и что вам нет. Верьте в свою мечту. Вы нужны семье и друзьям. Пускай любимые и близкие вам люди станут для вас источником вдохновения и мотивации, чтобы заставлять себя двигаться дальше. Старайтесь и не сдавайтесь ради них. Если не находите повода, делать это для себя. Не сдавайтесь, потому что я вас прошу об этом. Я не гуру и не какой-нибудь авторитет для вас. И тем не менее, если подумаете о том, чтобы сдаться, чтобы все бросить и свернуть с пути, не делайте этого. Хотя бы потому, что я вас об этом просил. Есть люди в худшем положении. Прямо сейчас есть множество людей, которые находятся в гораздо более сложной ситуации, чем вы. Поэтому, просыпаясь утром с мыслью отменить утреннюю пробежку, вспомните о том, сколько людей в мире даже не могут ходить и сколько они готовы отдать, чтобы быть способными бегать каждое утро. Так пользуйтесь удивительной возможностью жить полной жизнью, которая у вас есть. А разбогатей или сдохни. Эта фраза принадлежит Кертису Джексону, 50 Cent, богат. И он всего добился сам. И то, что в него стреляли 9 раз, его не остановило. Встретитесь лицом к лицу со своими страхами и не выбирайте легких путей, которые обычно подразумевают лишь одно – сдаться. Позвольте недругам ненавидеть вас. Всегда будут те, кто будет ненавидеть. Всегда будут много скептиков, людей, которые попытаются утянуть вас вниз вместе с собой. Не обращайте на них внимания и не воспринимайте близко к сердцу то, что они говорят. Пускай скептики сомневаются, а вы продолжайте верить в свою мечту и в себя. Вы заслуживаете счастья. Никогда не позволяйте никому убеждать вас в обратном. Вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым и успешным. Придерживайтесь этой позиции и никогда не сомневайтесь в этом, пока не достигнете заветной цели. Являйте других, станьте примером для других, как человек, который никогда ни при каких обстоятельствах не сдает. Кто знает, чего можно достигнуть кто-то другой, просто посмотрел однажды на вас и тоже решив никогда не сдаваться. Вы никогда не знаете, насколько близки к успеху. Множество людей опускают руки, даже не подозревая, что находятся всего в одном шаге от успеха. Никому неизвестно наверняка, когда придет успех. Возможно, это произойдет уже завтра, а может быть через год или два. Но если вы остановитесь, перестанете пытаться и сдадитесь, то достигнете его и через 10 лет, и к концу жизни. В следующий раз, когда захочете все бросить, подумайте, ведь очень может быть, что успех ждет вас уже на следующем повороте. Все, что от вас требуется, не сдаваться.